Сегодня предлагаю испечь хлеб любительский по ГОСТу 1986 года. Рецептура представлена в книге Санкт-Петербургского филиала Государственного научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности. По составу ингредиентов хлеб любительский мало отличается от хлеба бородинского, и поэтому считается его младшим братом. Хлеб любительский выпекается на густой закваске в 3 или в 4 стадии. Мы испечем его в 3 стадии. В первый день приготовим закваску и осахарим заварку. ГОСТ рекомендует брожение закваски в течение всего 3-4 часов, но мои замеры показывают, что этого времени абсолютно недостаточно для достижения закваски необходимой кислотности. Поэтому закваску необходимо оставить на 24 часа, минимум на 12, но желательно на 24, так как мои замеры показывают, что только по прошествии 24 часов вот этот объем закваски достигает необходимой кислотности для ржаного хлеба. Также за день до выпечки необходимо приготовить заварку осахаренную. Для этого возьмем муку ржаную обзерную или цельнозерновую, солод ржаной ферментированный, кориандр и кипяток. При производстве заварки желательно оставить часть муки и вносить ее уже после того, как вы залили все ингредиенты кипятком. Этот прием рекомендуется ГОСТом для улучшения качества заварки, так как ржаная мука обладает высокой ферментативной активностью, и оставляя часть муки, мы эти ферменты, которые содержатся в ржаной муке, привносим для ускорения и улучшения осахаривания. Заварку накрываем крышкой, ставим в духовку с температурой 63-68 градусов, оставляем ее при этой температуре на 3 часа, затем духовку выключаем и оставляем ее там на всю ночь. На следующие сутки делаем тесто. Осахаренная заварка изменяет свою консистенцию на жидкую, а также становится сладкой на вкус. ГОСТ не указывает количество воды, а просто пишет добавить воду по расчету, то есть по влагоемкости муки. Тесто должно иметь относительно густую консистенцию. При необходимости можете добавить воды. Готовое тесто оставить на брожение на 90-120 минут при температуре 28-30 градусов. Смазать формы для выпечки растительным маслом, а затем выложить туда тесто. Поверхность выровнять сначала рукой, а затем силиконовой лопаткой.
присыпать сверху кориандром и оставить на расстойку. Расстойка 60 минут при температуре 30 градусов. Выпечка при 250 градусах Цельсия первые 10-15 минут. Затем еще 45 минут при 180 градусах Цельсия. Сразу после выпечки смазать поверхность хлеба крахмальным кисельком. Оставить созревать до следующего дня. Если вам понравилось это видео, вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на этот эфир в своих соцсетях. Благодарю за внимание. Пеките на здоровье!